Привет, солнышко! Я очень рада видеть тебя на своем канале. Меня зовут Дора, и в этом видео я буду обустраивать трехэтажный отель. Но я буду обустраивать его не как отель, а как просто дом для большой семьи. Я еще ни разу не видела, чтобы кто-то обустраивал этот дом как просто обычный дом, поэтому я решила, что это будет классная идея. А вообще у меня на канале очень давно не было обустройств, хотя вы их любили, но я почему-то решила перестать их снимать и уже немножко даже соскучилась. И вы, надеюсь, соскучились тоже. Этот дом я буду обустраивать со всеми наборами мебели, которые у нас только есть в игре. Думаю, это будет интереснее, и дом будет выглядеть как-то более разнообразнее. Кстати, если вдруг вам понравится моя идейка обустройства этого дома, то вы можете взять ее себе. Но я хочу сразу предупредить, что это видео не является туториалом по обустройству, потому что на меня из-за этого очень многие ругаются. Говорят, мол, я слишком быстро ускоряю видео, непонятно откуда я беру вещи, куда я ставлю, или вообще бывает ставлю вещи, а потом их удаляю. Но если вы захотите построить себе такой же дом, как у меня, то вам нужно будет досмотреть это видео до конца, потому что там я покажу конечный результат. Уже полностью обустроенный, со всеми предметами, и вот оттуда вы уже полностью можете скопировать домик. Но чтобы вам не было скучно смотреть обустройство, я буду параллельно отвечать на ваши вопросики, которые попросила задавать вас в своем телеграм-канале. Да-да, опять мой телеграм-канал, так что подписывайтесь на него, если тоже хотите участвовать в моих видео. Но перед тем, как я начну отвечать на ваши вопросы, я хотела еще сказать, что очень многие люди спрашивали меня, как меня зовут, сколько мне лет, где я монтирую и так далее. Хотя я миллион раз отвечала уже на такие вопросы и просила вас их не задавать. Но все-таки, если вы до сих пор не знаете эту информацию, то, пожалуйста, просто откройте описание под любым моим видео. Там все это написано, есть также ссылки на мои соцсети и ссылка на канал с моим лицом. Ну что ж, я вроде все сказала, так что теперь начну отвечать на ваши вопросики. И первый вопрос звучит вот так. Когда у вас появился Жора и где вы его купили? Для тех, кто не знает, Жора — это растение-мышеловка, которое живет у Джонатана в комнате. И, кстати, имя этому растению придумали вы. Но в последнее время я совсем забываю про Жору и не показываю его в своих видео. Но я хочу вам рассказать, как он у нас появился. Это короткая история. Мы просто один раз с Джонатаном решили заказать на дом цветок в горшке, но вместо цветка нам приехал Жора. Не знаю, как так вышло, но мы решили его оставить, поэтому теперь он живет у нас. У тебя есть серебряная кнопка? Да, на 100 000 подписчиков YouTube отправил мне серебряную кнопку, я вам ее показывала, и сейчас она стоит у меня в комнате. Это просто моя гордость. Сколько подписчиков тебе добить до лета? Ну, хотелось бы, конечно, 600 000. Мне кажется, это возможно, потому что я уже очень близка к этой цифре. И за 3 месяца, я уверена, мы сможем набрать 500 000. Будут ли еще видео с Avatar World? Я уже снимала одно видео с Avatar World, но многим почему-то это не особо зашло. Но я думала над тем, чтобы иногда снимать Avatar World и чередовать эти видео, потому что многим стала нравиться эта игра даже больше, чем Тока. И, в общем, напишите в комментариях, как вы считаете, стоит мне снимать эту игру или все-таки нет. Мне будет очень важно ваше мнение. Вот такой вопросик. А Дейзи ест пельмени? Если это пельмени с селедкой, и я вообще не знаю, существуют такие пельмени или нет, но если существуют, то тогда ест. Какой твой любимый пак мебели, одежды в Токе? Моим любимым набором мебели является набор мебели с косметикой. Мне кажется, это просто самый лучший набор. Я обожаю использовать оттуда вещи. А вот набор одежды мне вообще не нравится. Ну, точнее, мне нравится сама одежда, прическа, которую добавляют. Но мне не нравится идея того, что теперь все это продают отдельно, потому что я специально купила креатор, чтобы у меня была красивая прическа, красивая одежда. А теперь мне еще отдельно приходится платить за какой-то стиль. Ну, блин, что такое? Не знаю, в общем, набор одежды я не покупаю. И не вижу в этом никакого смысла. Кстати, на видео я уже перешла к обустройству второго этажа. Джонатан, Стеша и Дейзи — это реальные или выдуманные персонажи? Так, давайте проясним раз и навсегда. Я Даша, и я снимаю для вас свои видео. Дора — это мой персонаж, и ее жизнь абсолютно никак не связана с моей реальной жизнью. И, по сути, это канал моего персонажа, который рассказывает про свою жизнь, снимает какие-то влоги. Получается, что Джонатан, Дейзи и Стеша — это выдуманные персонажи. Дора, ты играешь в Roblox? Раньше я просто обожала Roblox, я постоянно играла в какие-то режимы, но сейчас мне эта игра немножко поднадоела, и я перестала в нее заходить. Сейчас я вообще, кстати, на самом деле почти ни в какие игры не играю. Здесь мне задали целых 2 вопроса про выгорание, было ли оно у меня и как его избежать. Выгорание — это сильная усталость, потеря мотивации из-за того, что ты долго что-то делаешь без отдыха. И я могу сказать, что выгорание, наверное, у меня сейчас, потому что вы заметили, как редко я стала выпускать видео. И это все из-за того, что я увидела, как у меня очень сильно упали просмотры. И я потеряла мотивацию что-либо делать, потому что я очень сильно старалась над своими видео, снимала, монтировала, а в итоге их почти никто не посмотрел. И я понимаю, что это нормально. Многие мои подписчики просто, наверное, уже выросли, и им не интересно Тока, но я теперь не могу вернуться в свой обычный ритм выкладывания видео. Поэтому я не могу дать какие-то советы по избеганию, так как сама сейчас нахожусь в таком состоянии. Какой твой любимый цвет? Раньше я любила голубой цвет, он мне казался таким нежным, но сейчас я почему-то люблю вот такой темно-красный.
Если бы ты была разработчиком, какое бы обновление ты сделала? Я думаю, многие уже предполагают ответ, но, конечно, я бы сделала раздельную одежду. Добавила бы раздельный верх, низ, раздельную обувь, также добавила бы сережки, пирсинг, татуировки. Вот это действительно то, чего в игре нам не хватает. Тебе предлагали когда-нибудь продать или удалить канал? Звучит, конечно, смешно, но мне действительно предлагали продать канал. Не знаю, кто это был, из чего они вообще решили, что я хочу его продать, но я ни за что не буду соглашаться, так что даже не волнуйтесь. Дора, ты любишь виноград? Я вам больше скажу. Виноград — это моя самая-самая-самая любимая ягода. Я просто жить без нее не могу, поэтому, конечно, да. Что за вопрос вообще? Дора, когда ты первый раз задонатила в Току? Наверное, спустя год после того, как я завела этот канал, потому что до этого я снимала на андроиде через папин или мамин телефон, как повезет. Но на андроиде, как вы знаете, очень плохое качество игры, и когда ты записываешь видео, там просто одни пиксели. Так что я подумала, наверное, ничего страшного, если я потрачусь на какие-то локации и набор мебели. Будет продолжение последнего влога. Если кто не знает, речь идет про влог с горнолыжного курорта, где Дора, Джонатан, Стеша и Майк провели Новый год. Да, я хочу продолжить эти влоги. Я думаю, многим интересно, что в итоге будет между Майком и Стешей. Но опять-таки почему-то влоги набирают очень мало просмотров. А я вот как раз-таки трачу очень-очень много сил на эти влоги. В общем, не знаю, напишите в комментариях тоже, как вы считаете, стоит мне продолжать влог последний или нет. Почему у тебя именно собака? Вообще, когда я создавала Дору, я хотела, чтобы она жила вместе с котом. Но я не нашла в Токе какого-то кота, который мне мог бы понравиться. Но зато я нашла Дейзи. Вот Дейзи мне очень понравилась, поэтому я решила ее забрать себе. Кстати, на видео мы уже перешли к 3-му этажу, где я буду обустраивать огромный бассейн и спальню родителей. Какие цветы ты предпочитаешь? Ой, мне вообще очень много цветов нравится, но, наверное, самые основные, как и у всех, это гипсофилы, ромашки и тюльпаны. Как ты монтируешь свои видео? Если вам интересно, вы можете посмотреть мое видео «Помощь начинающим токотуберам». Там я дала советы новичкам, но не показала, как монтирую, потому что, мой канал вообще не про это. Я пользуюсь обычными функциями, такие как обрезать, приблизить, ускорить. Так что, если вы хотите научиться монтировать, то можете просто посмотреть туториалы в ютубе. Появится ли домик-квартира у Стеши? Кто не знает, Стеша живет на съемной квартире, и да, я хочу сделать ей какой-нибудь домик, чтобы потом снять рум-тур. Какие твои любимые фильмы? Вообще, я в основном смотрю только сериалы, но могу выделить один фильм. Это «Дьявол носит Прада». Посмотрите, он классный. Ты планируешь уходить после 9 класса или дожить до 11-го? Те, кто смотрит меня давно, знают, что я планировала уйти после 11 класса, но что-то пошло не так, и я сейчас на 1-м курсе. Учусь в колледже на рекламного агента. Да, такие дела. Но я вообще не жалею, мне очень даже нравится. Почему снимаешь именно в YouTube? Не хочешь завести аккаунт в Лайке или в ТикТоке? Не знаю, мне всегда нравилось снимать именно в YouTube, монтировать вот эти длинные видео. И я вообще не представляю, как бы я снимала току в ТикТоке, но у меня есть YouTube Shorts, где вообще-то очень интересные видео, так что заглядывайте иногда туда. Не хочешь переехать в новый дом с обновы? Нет, я вообще не хочу переезжать, мне очень нравится мой дом, но каждый раз, когда выходит новое обновление, я обновляю свой дом, меняю старую мебель на новую, так что вы можете заметить, что иногда мой домик меняется. Какая у тебя любимая музыка? Вообще я меломан, но мне важно, чтобы музыка была русская, чтобы я могла сразу распознавать речь, поэтому я не могу слушать, например, американскую музыку или кей-поп. В каких городах-странах ты бы хотела побывать? Вообще, если говорить серьезно, то я бы хотела побывать абсолютно везде. Мне очень интересно посмотреть на каждую страну, узнать их культуру, архитектуру, почувствовать этот вайб и так далее. Почему ты назвала свою подругу именно Стеша? Не знаю, я просто посмотрела на нее и поняла, что ей очень подходит это имя. Ну и вообще оно само по себе очень красивое. Стеша, Стефания. Ну что ж, а вот и конечный результат домика, который я обустроила. Мне самой, если честно, очень нравится этот домик, я сама бы в нем жила. Мне не нравится только комната на 2-м этаже, которая справа, но мы еще до нее дойдем. Вообще, я построила этот домик для многодетной семьи, то есть мамы, папы, девочки и мальчика-подростков и маленького ребенка. Но, как я уже сказала, вы можете скопировать этот домик себе, что-то здесь поменять или вообще по-другому обустроить. Я надеюсь, что вам понравился этот домик. Обязательно пишите свою оценку в комментариях, мне будет очень интересно почитать ваше мнение. Но мне самой домик очень нравится, я поставлю ему 10 из 10. Я его, правда, очень долго обустраивала, еще потом ходила, собирала вещи по миру, чтобы все смотрелось красиво и гармонично. Но да, как я уже сказала, мне не понравилась только комната мальчика, не знаю, что-то в ней не так. Но если вам она тоже не нравится, просто можете ее поменять. Ну что ж, солнышко, на этом все. Большое спасибо тебе за просмотр. Не забывай подписываться на мой канал, ставить лайки, а также писать приятные комментарии. А еще не забывайте смотреть мои другие видеоролики, которые вы сейчас видите на экране, потому что они тоже очень интересные. Кстати, большое спасибо всем, кто задавал вопросики, и, пожалуйста, не расстраивайтесь, если вы снова не попали в видео. Я также на многие вопросы просто отвечаю в комментариях, в Ютубе или в Телеграме. Ну а вот уже и подошел к концу обзор на мой 3-этажный домик для семьи. Я всех очень-очень сильно люблю, и всем пока-пока!